Вот в этой книге Дорфман поделился своим опытом, опытом работы, в первую очередь, с молодыми французскими шахматистами, ну и вообще своей какой-то, своим тренерским каким-то накопленным и опытом, и знаниями, и, определенными какими-то даже наработками. Вот он поделился, да, в этом двухтомнике метод в шахматах, да, там два подзаголовка. Первая книга называется «Динамика и статика», а вторая книга называется «Критические позиции». В свое время я прочитал эти книги, и я достаточно даже так увлекся этим методом, и я, по-моему, кратко уже вам несколько раз об этом упоминал, да, что вот в той или иной позиции действительно вот можно применить метод Дорфмана. Мы сейчас с вами, я хочу сначала общие какие-то понятия и определения, мы об этом сами проговорим, а потом посмотрим это на конкретных шахматных примерах, как это может работать. Если вы кто-то из вас следил за вообще вот этими историями, вот этой книгой, может быть, кто-то читал, какое-то время назад, когда еще был жив Марк Израильевич Дворецкий, естественно, да, возникла даже целая дискуссия между Дорфманом и Дворецким. То есть это была чисто такая творческая шахматная дискуссия. Насколько я помню, она происходила на страницах сайта chesspro.ru, прекрасный сайт, который сейчас ведет и продолжает вести Максим Ноткин, известный тоже специалист, главный редактор журнала «Ща-4», наверняка знаете. И вот на страницах Chess.pro действительно шла такая довольно интересная дискуссия, но они занимали как бы противоположные точки зрения. Дорфман отстаивал как бы свой метод и говорил, что он вполне применим в различных ситуациях во время практической игры, а Дворецкий, наоборот, его критиковал, говорил, что многие вещи очень условны, многие вещи притянуты за уши, и типа, в принципе, это все очень искусственно, надуманно и вообще как бы не имеет отношения к реальной там шахматной игре. На мой взгляд, вот как часто бывает в различных таких дискуссиях, истина лежит где-то посередине. То есть нельзя в крайности вдаваться, да, то есть нельзя говорить, что этот метод такой универсальный, что его можно применить вообще к любой ситуации на доске, и в то же время полностью отвергать это я бы тоже, конечно, не стал, поскольку вот я, по-моему, даже уже приводил собственные примеры из собственной практики, где вот лично мне удавалось этот метод использовать и удавалось действительно находить в сложных ситуациях правильное решение, значит, вот используя идеи и используя вот эти все методические подходы, изложенные Иосифом Дорфманом. Поэтому мне кажется, что я бы рекомендовал этот метод просто про него знать, я бы рекомендовал просто, иметь представление о том, что вот есть такой способ нахождения правильного решения в какой-то критической сложной позиции, но это не значит, что это какая-то догма, это не значит, что это работает всегда. Да, наверняка бывают ситуации, когда можно и без всякого метода Дорфмана найти решение, и бывают ситуации, когда, может быть, действительно это и не совсем работает, но, тем не менее, иметь это в виду и иногда, не обязательно в каждой партии или там в нескольких ситуациях в течение одной партии, это не обязательно применять, но иметь в виду и иметь как дополнительную возможность поиска хода, это я бы вам рекомендовал. Вот, поэтому это вот просто такие общие слова про этого Дорфмана и про его метод. А теперь давайте поговорим уже конкретно, в чем суть предлагаемого метода Дорфмана. Значит, он посвящен алгоритму поиска хода и вообще, в принципе, размышлению и действиям шахматиста в шахматной партии в той или иной критической позиции. Собственно, в предисловиях в своих книгах Дорфман и говорит о том, и пишет, что именно работа с юными или там с молодыми французскими шахматистами его и подтолкнула к написанию этих книг, поскольку многие шахматисты, они не понимали, как в критических позициях
позициях делать тот или иной выбор и находить тот или иной ход. То есть особенно в ситуации, когда есть выбор у шахматиста, когда он вынужден выбирать между несколькими возможностями, в ситуации выбора чаще всего происходят ошибки. Но это вообще в любой ситуации, это и в жизни бывает, вы сами это прекрасно понимаете, вы все уже, в общем, достаточно взрослые, поэтому в ситуации, когда есть выбор, вот именно тогда и возникает наибольшее количество ошибок. И вот Дорфман пытался действительно, ну, как-то формализовать вот этот подход, найти некий даже алгоритм, он его даже каким-то образом прописал, ну, чуть ли не математическими формулами, сейчас мы об этом тоже поговорим, да, вот он прописал, а как вот действительно можно, шахматист, как он может размышлять, на каких, от чего отталкиваться, на каких принципах, на каких критериях, для того, чтобы найти сильнейшее решение вот в той или иной позиции.